Среди нынешних шоу, и в частности адаптаций видеоигр, Sonic Prime выделяется как минимум тем, что ему еще есть куда скатываться. Manufacture не задали какой-то недостижимой планки и уж тем более не создали живую классику, но их мультсериал оказался достаточно увлекательным, чтобы его хотелось смотреть. Желательно смотреть ровно, без провисаний и удивительных творческих находок. При том, что на находках в принципе держится весь концепт. Ты хочешь удариться в разнообразие, когда делаешь нечто связанное с мультивселенными и всем таким. Prime не стремится деконструировать формат. Он работает с привычными тропами и цепляет тем, чем в общем-то должен цеплять. Динамикой, экшеном и альтернативным взглядом на старых знакомых персонажей. Причем иногда этот взгляд оказывается предпочтительнее того, что нам пропихивали 30 лет подряд. Я редко смотрю мультики в последнее время, но даже оглядываясь назад, в свои желтопузые годы, могу вспомнить мало шоу, которые держали бы меня у экрана так крепко. Даже арка в джунглях, которая мне в принципе не очень зашла, умела выписывать нечто зрелищное или хотя бы забавное. Я бы даже рекомендовал его друзьям, если бы они не выходили из комнаты всякий раз, когда слышат про синего ежа и его разноцветных друзей. И если что и способно обогнать Соника, то это его репутация, да? Благо я всегда могу поделиться впечатлениями с вами. Прошлый ролик зашел довольно неплохо, и зашел бы еще лучше, если бы ему монету не отрубили. Так что я решил делать их о каждом новом сезоне. Или блоке, тут кому как нравится. Это не вполне обзоры, скорее размышления вперемешку с эмоциями и прочими комментариями. Тут нет сценария, и если вам такой формат заходит, подписывайтесь на канал, оценивайте видео пальцем и подключайтесь к обсуждению в комментариях. Интересные тейки я очень люблю и даже стараюсь на них отвечать. Традиционно приглашаю вас в свой телеграм, там всегда очень весело, есть где клоунские эмоджи расчехлить, и Бусти, если не против помочь мне рублем. Ранний доступ, упоминания в титрах и роликах, а также ежемесячный созвон в нашей Discord-конфе в благодарность от меня. По-хорошему, я должен был выпустить это дело еще пару недель назад, но так получилось, что мне пришлось уехать на дачу за 3000 километров от Петербурга. Я там грядки копал, траву трогал, вот это вот. 8-й эпизод завершился смачным клиффхенгером, и лично я опасался, чем Prime станет в итоге. Формула про мультивселенную очень гибкая, я бы поставил ее в один ряд с тайм-тревелингом и всякими приключениями про исследование галактик. Стартреком и Доктором Кто неспроста уже вертят столько лет. Технически Сонику ничего не мешает плавать в шаттер-спейсе, встречаясь с разными итерациями своих корешей и надеясь однажды все-таки спасти оригиналы, застрявшие в каком-то цифровом лимбе. Не тот видос. Ну и продать килотонны экшн-фигурок заодно. Хороший бонус. Однако ребята из Manufacture еще у порога загнали себя в рамки 24 эпизодов, рассчитывая рассказать четкую, крепко сбитую историю. Prime к ней относится очень серьезно, и если первый кусок работал на экспозицию и завязку, второй, по идее, должен это дело развить. Ну и по-хорошему подвести к грамотной кульминации, чтобы шоу красиво закруглилось. В принципе, звучит логично, как по учебнику. Но к 9-му эпизоду, который открывает новую главу, возникло довольно много не надежд, но вещей, которых от него хотелось бы получить. Во-первых, это, конечно, объяснение, что приключилось с Гринхиллом. И тут вопросов нет. Он как бы ушел в состояние такого базового черновика, чертежа. Ребята тоже. Теперь это безвольные заготовки, разговаривающие одинаковыми репликами. Которые, однако, умудряются передать вообще всю суть этих персонажей. The forest is the most beautiful place on earth. Amy! I don't need the details. Just tell me who to smash. Это важное знание, но укладывается оно в 3 минуты экранного времени. Prime обычно добивает хронометраж экшеном и здесь поступает как привык, в очередной раз задействовав Shadow, которого мне тоже хотелось от этой серии попросить. Вы помните, что 8 эпизодов от него не было буквально никакой практической пользы. Он болтался по шаттерспейсу, орал на героя сквозь пространство и время, ну и мутузил его во флешбеках, конечно. И вот, наконец-то, Ёж докладывает Сонику страшную правду. Возможно, это даст толчок для тимворка. Парочка теперь будет вместе исследовать измерения, им придется как-то мириться друг с другом, все это раздражение, шутки какие-то. Мы увидим, как Shadow будет реагировать на иные вариации своих знакомых и так далее. Возможностей очень даже немало. И оно все к чему-то подобному и ведет. Он настойчиво пытается взять ситуацию под контроль, завладев найновскими усилками, теми, которые меняли функционал сониковских шмоток. За счет этого действо, собственно, и развивается. Они бегают друг за другом, дерутся и в конце концов сделают вывод, что работать надо сообща. Правда, где-то между делом выяснится, что Shadow физически не способен проходить сквозь порталы. Почему? Ну, чтобы авторам не пришлось смещать фокус на персонажа, который технически способен разрулить всю эту ситуацию быстрее и хладнокровнее, чем главный герой.
Таким образом, совершенную форму жизни оставят мариноваться за кадром еще на 6 эпизодов. С тех пор он быканет на Соника один раз и проявит себя лишь под финал, да и то в качестве такого отвлекающего фактора. Под прошлым роликом мне писали, что я типа несправедлив к Шеду, он обязательно для чего-то пригодится, надо только подождать. И я реально ждал, мне хочется посмотреть на него не меньше, чем многим из вас. Но не кажется ли вам проблемой, когда авторы вводят столь узнаваемое лицо и просто не используют его большую часть сериала? О нем часто вспоминают, как-то пропихивают его между делом. Но у него даже собственной сюжетной линии нет, он занимается совершенной формой ничего. Он, блин, как я, позвонивший на горячую линию своего банка и пытающийся убедить робота переключить меня на оператора. Кто так делает вообще? Как бы там ни было, второй шмат нацелен сугубо на установленные рамки и не пытается от них отходить. Соник посетит измерения, в которых уже бывал, стараясь не дать яйцам завладеть обломками призмы и, соответственно, обеспечить светлое будущее своим друзьям. С одной стороны, импульс более чем понятен, но с другой показывает, что некоторым вещам стоило остановиться чуточку раньше. В прошлом ролике я рассуждал, что было бы неплохо вкинуть сюда еще какой-нибудь мир, посвященный одному из недоизученных персонажей. Нью-Йорк больше про Тейлз Найна, джунглями заведует Роуз, а в пиратской арке капитан Наклз. Они центральные фигуры своих историй, вокруг которых происходит все остальное. Ни отряд сопротивления, ни дикари, ни, прости господи, пираты, чей конфликт буквально строился на том, что их капитан Пуська, не являлись столь же яркими фигурами, как те, которых я перечислил. А ведь в касте вообще-то остались Руж с Бигом. Первая всегда довольно полезная и, на мой взгляд, заслуживает роль, отличную от няньки для этих остолопов. На кота же по большей части забивают. В лучшем случае он является комик-релифом, а в худшем не нужен ровно ни зачем. Как в ветке с антиутопией, где он в качестве камео по большей части появляется. Почему бы не разбавить катавасию новой порцией того, что успешно подогревало зрительский интерес не так давно? Тем более, что конкретно вот этих ребят в медиа юзают не так часто, и там реально есть где развернуться. Не думаю, что кто-то был бы против. Но нет, ничего про них вы тут не дождетесь. И более того, сериал прямо говорит о том, что дальше 5 измерений он идти не намерен. Потому что одна из целей совета — дать каждому из своих членов по собственному миру, где они могли бы править, не раздражая друг друга. А Prime 5 измерений как раз и обозначил. Это классический Грин-Хилл, Нью-Йорк, джунгли, аквапарк и вот эту пустошь, которую себе застолбил Найн. Я не уверен, что именно она входит в план, но Эгдеду, судя по всему, недолго осталось, так что все логически сходится. И, наверное, хорошо, что Man of Action не прыгают выше головы и не перегружают сценарий бесчисленным количеством героев и миров. Они и со старыми-то справляются не всегда. Однако, на мой взгляд, такой подход загнал их в ловушку... Тут надо что-нибудь умное сказать. Контрастирующей заинтересованности, наверное. Один из важных плюсов первого блока состоял в том, что ты не знал, чего от него ждать. Он постоянно накидывал этих персонажей, ходил по краю, и тебе было интересно, на что Соник напорится 2 эпизода спустя. Типа, как модернизируются его перчатки, как на него будут звери реагировать, и как эти звери будут вообще выглядеть. Вкупе с динамикой это дело зритель проглатывал как горячие пирожки, и отходил от экрана чисто, чтобы освободить место для добавки. Во втором блоке карта уже роздана, и начинается непосредственная игра в сюжет, который, мягко говоря, очень стандартен и цикличен. Соник куда-то попадает, сражается с парочкой боссов, теряет кристаллы, забирает кристаллы, чтобы в конце концов потерять их снова клиффхенгера для... Тут сразу оговорюсь, что экшен все так же хорош, Эгмана заставляют попотеть, и к развлекательной составляющей претензий практически нет. Я больше не буду к этому возвращаться, если чего-то радикального не случится. Просто когда ставишь оба сезона рядом, структура Prime напоминает «Дорогу ярости», где первую половину фильма герои ехали в одном направлении, а потом развернулись и поехали назад. Разница в том, что «Дорога ярости» шла 2 часа, а эта история уже длится 5 и дополнительные 2,5 на подходе. Зимой выйдут или типа того. Причем Man of Action абсолютно четко все это понимают. Они, правда, пытаются добавить сюда чего-нибудь запоминающегося и поехавшего, вроде базированного Кайдзю Эгмана или редизайнутого Metal Соника, изобилующего мета-ироничными комментариями о, собственно, редизайнах и этих ваших ребутах. Это правда смешно, и я не пытаюсь убедить вас в том, что сезон плох или с ним что-то не так. Нет, он очень даже хорош, но на таком контрасте не заметить эту разницу очень трудно. Вопрос только в том, не плевать ли вам. Надеюсь, что плевать, а я просто пытаюсь забайтить вас на комменты. Если я на чем-то и настаиваю, так это на том, что Man of Action часто сливают собственные находки, причем весьма неинтересным образом. Возьмем пиратскую арку. Мы оставили капитана наедине с призмой, и, судя по его выражению, тяга к его прелести в нем проснулась еще тогда.
Здесь этот момент идет по закономерному маршруту, однако половина всей этой арки работает за счет совершенно дебильных импульсов. Так команда взъерепенится на Соника, потому что тот их бросил. Чего? Ну, то есть там еще этот конфликт с призмой, но капитан настраивает их против героя именно так. Причем все это происходит в момент, когда на них нападают два усатых ублюдка, вооруженные всякими роботами, там, дронами и вот этим всем. Удивительно и то, что Роба Эми, одна из главных жемчужин прошлого блока, тупо остается с пиратами, чтобы никак не участвовать в последующих событиях сезона. Причем этот момент с исчезающим Соником и реакцией героев на это прошивает вообще весь сюжет. Он постоянно всплывает в той или иной форме, погружая Прайм в пучину занудства и самоповторов. Не говоря и о том, что те же самые личности обсуждали ту же фигню еще полгода назад. Какого-то персонального развития от них тоже ждать не стоит. С капитаном все ясно, он очередной интересант этих крысиных бегов. Джунгли опять маячат где-то на третьем плане, а Freedom Fighters делают то же самое, что делали всю дорогу. Тут лишний раз убеждаешься в том, что никто из них не волнует сценаристов так, как их волнует Найн. Найн, без преувеличения, самый интересный и, простить за пошлость, живой персонаж сериала. А то и всей франшизы. И дело не в том, что мне там лично нравится Тейлз, и я как-то пытаюсь выставить этого типа на передний план. Просто он настолько не статичен, что для протагониста становится еще большим испытанием, чем вообще любой местный Эгман, которые тут, в принципе, недалеко ушли от первоначальных установок. Разве что появилось больше яичных каламбуров в духе «Excellent» или типа того. Но мы тут ребята бывалые, закаленные. В прошлый раз мы оставили Лиса в заложниках у этой семейки. И пока они эксплуатируют его технические навыки, Найн находит способ потаконить ежу в ухо прямо за спиной у этих кретинов. Я так билеты на экзаменах списывал прямо на первой партии. Причем тут не совсем ясно, ему реально что-то угрожает. То есть Шоу упорно делает вид, что он находится в опасности. Его там допрашивают, поджаривают задницу электрошокером, издеваются. Но в какой-то момент он просто такой «Screw you guys, I'm going home», снимает наручники и валит нахрен из здания. Типа я верю в то, что он специально сидел в тылу врага, шороха нагонял, да ежу инфу сливал. Но это происходит совершенно между прочим и выглядит тупо, мягко говоря. И очень жаль, потому что именно арка Найна представляет хоть какой-то научный интерес. Персонаж, очевидно, страдает запущенной формой биполярки, но в своих убеждениях предельно последователен. Лис поддается харизме героя, но абсолютно не вовлечен в его мотивацию. Ему глубоко наплевать, какие классные у того кореша, и как же тот хочет вернуть старый Гринхилл. А почему ему должно быть не, собственно? У него своя жизнь, проблемный бэкграунд, представление о комфорте. Какого черта его должен заботить базовый Тейлз, который стелется перед другом, как пушистый коврик в гостиной? Люблю сцену, когда Найн впервые видит его проекцию и нормально так кринжует. Удобно, конечно, когда тебя окружают друзья, которые по дефолту сделают так, как ты хочешь. Пускай сериал и пытался обыграть это дело обидками и их раздражением от ежиной инфантильности, по факту они ведь такими и останутся. Более того, они оставались такими все 30 лет своей карьеры. С другой стороны, Найн задает вполне человеческий вопрос. А как же я? Почему твои желания изначально лучше моих? Ну типа я помогу тебе друзей вернуть, а потом что? Я больше скажу. Вообще не факт, что эти измерения продолжат существовать, когда призму склеят обратно. Может они просто сольются в этот классический Гринхилл, и тогда ни Найна не станет, ни пиратов, никого. В шоу этого нет, это я из головы взял. Короче, можно очень по-разному относиться к его поступку, но думаю, вы согласитесь, что здесь Соник впервые столкнулся с действительно опасным врагом. Какой-то там личностью. Но, конечно, весь этот конфликт обязательно разрулят силой дружбы, Соник триггернет его совесть, как делал это уже несколько раз. Возможно, Найн даже попробует пожертвовать собой, но все кончится хорошо. Он многое поймет, станет полезным членом общества и так далее. Если честно, я буду очень удивлен, если Прайм закончится как-то иначе. Но в данный момент именно этот тип дает один из главных поводов ждать продолжения. Правда, меня пугает вот чего. Если Man of Action таки закажут нового Соника, а это очень даже реалистично, учитывая рейтинги и фанатскую поддержку, очевидно, они будут писать совершенно новую историю без оглядки на это конкретное приключение. И возникает вопрос, а удастся ли им выписать нечто минимально достойное вот этого парня? Выкини его отсюда, и Прайм будет смотреться раза в 2 скучнее, даже со всем экшеном. А скучных Соников нам и без Netflix хватает, спасибо большое. Ребят, я извиняюсь, если этот ролик выйдет слишком коротким или типа того. Я мог бы без конца шутить про Гоатси Эгмана или вот эту дичь, но по факту здесь слишком мало знаковых событий.
Отдели историю от беготни и искрометных гэгов, и ты получишь, минут 40 диалогов про дружбу и призму. Это вот опять про то, о чем я говорил ранее. В прошлый раз хотя бы можно было рассуждать о концепте и решениях, которыми Manufaction этот концепт развивают. Было чему удивляться, над чем хихикать. Здесь же мы видим вторую половину Человека из стали. Ту, где Кен с Зодом швыряются друг в друга вещами. Только не столь занудно. Значительная часть блока отведена под процессы формата «захвати флаг». Все куда-то бегут, кого-то мутузят, взрывают, но и периодически обсуждают обстановку, вкрапляя мизерные куски настоящего сюжета. Причем это даже проблемой не назвать. Шоу просто в такой вот точке развития находится. Настоящие сюрпризы еще впереди. Как бы там ни было, я рад констатировать, что Prime выбрал свой маршрут. Может, довольно шаблонный, но хотя бы соответствующий заявлениям авторов. Они правда намерены довести дело до конца, а большего, как говорится, не надо. Моменты, которые я озвучил, это скорее производные от длительных ожиданий. Выйди сериал цельным куском, скорее всего, я бы даже внимания на это не обратил, и ролик получился бы куда более сдержанным. Зато так можно наглядно увидеть, как колеблются впечатления. Это все тоже шоу. Бешеное, увлекательное, веселое и предельно манипулятивное. Перед третьим блоком встает еще больше задач. По-хорошему, с некоторыми из них должен был справиться этот, да ладно. И даже если он на них наплюет, мы уже получили нечто, о чем не стыдно будет вспоминать в будущем. Я обязательно пересмотрю сериал целиком, когда он таки закончится, запишу нормальный, емкий вывод, но в этом вот пограничье хочется сказать следующее. Не важно, сколько ты накопил, важно, как ты это потратил. И очень надеюсь, что Manufaction потратились на нечто достойное.